Друзья, приветствую вас в своем новом видео. Сегодня мы с вами находимся на улице Курфюрстендам в Западном Берлине. И мы отправляемся в один японский магазин, который я вам давно хотела показать. Но для начала я хотела бы вам рассказать немного об этом доме, в котором он находится. Называется он Marmor House, мраморный дом. Это как раз-таки связано с отделкой его фасадов. Он выполнен в белом мраморе. Построен он был в 1913 году архитектором Hugo Pall. И изначально это здание использовалось как здание кинотеатра. Просуществовал он довольно долго, но в начале 2000-х годов он был вынужден закрыться, потому что появилось очень много других кинотеатров, и было уже невыгодно его содержать. После чего в этом здании находился всем известный магазин Zara. Но в 2019 году он выехал, и на следующий год туда как раз-таки заселился этот японский магазин под названием Muji, в который мы с вами сейчас пойдем. Ну что, мы с вами поднимаемся на самый верх, там проходит выставка под названием «Привет, мир, привет, будущее». Она посвящена работам Самира Юноки. Это японский художник. Родился он в Токио в 1922 году. Ему, кстати говоря, сейчас 101 год. Он до сих пор продолжает писать и творить. Он также является дизайнером текстиля. И он говорит о том, что в своих работах он вдохновлялся творчеством обычных мастеров-ремесленников. И что обычные вещи, которые мы используем в повседневности, могут сравниться с искусством. И, кстати, мне кажется, весь магазин Muji, он как раз-таки об этом. Это, кстати, автопортрет. Я уже на этой выставке была. Я, собственно, была уже в этом магазине недавно. И мне очень приглянулась эта картина. Называется она, если я правильно помню, сейчас я еще раз прочитаю. Да, 4 кусочка хлеба. Или просто 4 булочки. А еще обратите внимание, как сделаны эти пространства. Здесь вот так развешено такое большое полотно. Вот это мне тоже очень нравится, такой как глаз смотрит на вас. А еще, кстати, если вы спросите, что вот это бумага. Мне, кстати, все время было интересно, как работают эти часы с кукушкой, но в них, к сожалению, не было батарейки, по крайней мере, в другом магазине, в котором я их смотрела, не знаю, как здесь. Мне кажется, это как раз то, что скоро нам всем понадобится в Берлине, потому что у нас сегодня будет уже 26 градусов, и не поверите. Мы так долго ждали этого. Так, ну что, мы с вами спускаемся на второй этаж. Там у нас тоже товары для дома. Кстати, посмотрите на эти оконные рамы.
гениальное решение, потому что это как бы обычный шопер, который вы можете носить на плече. Но если вдруг вы закупились немного тяжелее, чем планировали, у меня такое, кстати, происходит очень часто, то вот вы всегда можете вести вашу сумку. И она, кстати, очень легкая. Я даже знаю людей, которые ее оценят. Кстати, для всех людей, которые удивляются и спрашивают, как вообще в Германии умещают весь разнообразный мусор. Так вот, муж же решил этот вопрос тем, что создал вот такие вот узкие мусорные баки. Здесь, кстати, посмотрите, даже есть еда. Тут у нас даже есть свинина и лук карри. Это очень интересно. Здесь тоже еще какой-то карри со свининой. Я не знаю, что такое виндалу. Ну вот, так интересно выглядит. Здесь, кстати, насколько я знаю, не только японские продукты, но также еще и местных производителей. Вот здесь вот я посмотрела, что это у нас. Это у нас ореховые шарики с кокосом и лесным орехом. Такой снэк. И вот там написано, что он сделан в Турции, а задизайнено это все в Берлине. Вот. Так, мне посоветовали подождать 2 минуты, чтобы вот этот рисовый слой сверху, он стал немного мягче, не такой холодный. Я взяла, это называется мочи, японское мороженое рисовое. Так, ну а мы с вами добрались до моего любимого отдела маленьких коробочек, дозаторов. Сейчас покажу вам самую любимую вещь, просто гениальную, на мой взгляд. Это вот эта подставка под зубную щетку. Здесь сейчас наклейка, а вообще там дырка. И в такой подставке вода стекает куда надо и не остается в стаканчике. Я не знаю, у всех ли такая проблема, но у меня постоянная. Поэтому просто это было гениальное решение и суперская находка. И, кстати говоря, у нас сначала с мужем был страх, что эти камушки, как мы их назвали, будут у нас разлетаться и ездить просто по всей раковине. На самом деле они стоят очень стабильно, они довольно тяжеленькие, и с ними ничего не происходит. И зубные щетки в них тоже очень хорошо встают, даже не такая, а просто самая нормальная. Они прекрасно туда влезают. Мне кажется, это просто одна из лучших вещей в этом магазине. Это они разных цветов. Это, кстати, тоже очень удобные коробочки для ванной. И не только для ванной, на самом деле, которые встают друг на друга. Вот, у них еще бывают крышки, но, в принципе, она даже не нужна. Можно положить сюда что-то повыше и поставить на коробочку, где ничего не выпирает. И всегда видно, что там лежит, но в то же время они вот такие вот немного затуманенные. Тоже выглядят очень эстетично, просто. И вот они как раз-таки уже стоят не очень дорого. Здесь, кстати, вот товары для поездок. Если вдруг, например, ассортимента в ДМ вам мало, то здесь вот очень много разных дозаторов,
пульверизаторов. Я даже не знаю, как можно еще назвать. Вот мы с вами снова дошли до нулевого этажа. Здесь у нас одежда. И одежда здесь непростая, она очень комфортная, минималистичная. И все материалы, это натуральный материал, особенно сейчас летом, из льна и еще из конопли. Японцы очень любят соломенные шляпы. И не только соломенные. Ну, вот и скидки тут есть до 50%. Тут штаны широкие. Здесь, кстати, очень большое отделение с домашней одеждой. У меня вообще создалось впечатление, что для японцев одежда для дома и вообще домашние ритуалы и все, что связано с домом, очень важно. И поэтому этому уделяется тоже очень много внимания. Тут, кстати, очень много домашней обуви и тапочек. И я вам, кстати, потом покажу, какая обувь из Муджи помогла мне просто пережить берлинскую зиму. Вот тут, кстати, есть тельняшки, которые мне очень хотелось в последнее время. Вот они здесь разных цветов. И тут, смотрите, это даже не черный, а, по-моему, темно-синий как раз-таки. Материал тоже очень приятный. Такой похож прямо на настоящую тельняшку. Здесь у нас опять большое количество шляп. Вот это я, кстати, на днях мерила, но я, пожалуй, померяю либо ее еще раз, либо, может быть, что-нибудь потемнее. Так, ну, мне кажется, эта шляпа мне немного великовата. Здесь просто начинается мой любимый отдел с носками. Просто все друзья, кто живет в Берлине, они обожают эти носки. Просто за их дизайн. Они удобные, они не изнашиваются. И еще 3 пары. Вот, собственно, довольно выгодно. Тут есть даже вот такие смешные следочки с пальчиками. Вот это, кстати говоря, интересная вещь. Это называется хантен. И это такая японская накидка, куртка. У нее, кстати, довольно короткие рукава, что самое интересное. Но возможно, что она рассчитывается как одежда для дома. И поэтому рукав достаточно короткий, чтобы как раз-таки было удобно заниматься какими-то вещами. И она завязывается на поясе. У нее должна быть внутри. Вот внутри у нее такая ленточка. И она должна быть либо на пуху, либо там на какой-то другой подкладке. То есть она такая довольно дутая. Единственное, они в этом магазине не очень больших размеров. То есть это как бы мужской отдел, но подойдет она, скорее всего, миниатюрному мужчине или женщине. Но выглядит очень аутентично. Цвета очень красивый, материал приятный.
Еще такая золотая полоска здесь. Так, а здесь опять-таки мои любимые блокноты. Они, кстати, здесь на склейке. И у них очень приятная бумага. И есть еще, да, закладка. Очень дорого-богато выглядит. Но бумага у них действительно здесь очень нежная. Насколько бы я не любила блокноты Moleskine, если честно, после того, как я купила блокноты здесь, в Мудже, мне показалось, что бумага в Moleskine намного жестче. И даже, наверное, не такая приятная, как именно в этих блокнотах. Стоят они, кстати говоря, для бумаги в Германии, для блокнотов в Германии очень дешево. Еще, кстати, одна любимая вещь, которую я купила себе этой зимой, и о чем я ни разу не пожалела. Я причем сначала еще думала, потому что вот эта вещь стоит уже 10 евро. И мне было сначала очень жалко отдавать 10 евро за бумагу. Но на самом деле это... Так, я держу его неправильной стороной. Вот так правильно. Это планер. И он очень удобный. Именно вот в размере опять есть еще А6, но он мне слишком маленький. Он такой же, просто в 2 раза меньше. Здесь сначала у нас идут месяца. То есть мы можем планировать какие-то большие цели. А дальше у нас здесь идет всегда одна страница в клеточку. Это, кстати, очень удобно. И я в последнее время очень люблю клеточку именно для записей. Раньше я брала все блокноты, которые были без всего. И покупала только... Не могла никаких ни линеек, ни клеточек. Но сейчас я поняла, что строчки у меня бегут во все стороны. И гораздо спокойнее. Особенно если ты еще рисуешь какие-то таблицы, то очень удобно делать в клеточку. И здесь свободные числа. То есть здесь нету дат и нету годов. То есть вы можете начать этот ежедневник когда угодно. Здесь не очень много места, но для каких-то основных вещей, мне кажется, это вполне достаточно. И здесь уже вы можете написать поподробнее. И на самом деле это очень хорошо работает, по крайней мере у меня. Мои дни стали действительно намного организованнее, чем раньше. И все благодаря вот этой вещи. И, кстати, посмотрите, что здесь. Здесь вот такая вот машинка. По-моему, просто отличный вариант для тех, кто любит рвать все документы, прежде чем их выбросить. Мне кажется, экономит много времени и нервов. Кстати, вот такая вещь очень удобна, если вы учите слова по таким карточкам, где вы на одной стороне пишете слово, например, на русском, а на другом на немецком, на французском, японском, на каком угодно. Вот, и переворачиваете, и носите с собой. Ну, на ключах, я не знаю, где угодно. Если вам такая система удобная, то вот они здесь есть такие карточки. Друзья, здесь у меня просто это отдел моей мечты. Это моя любимая ручка. Так, я сейчас покажу вам ее чуть ближе. У меня почему-то... Вот она в фокусе. Она с деревянным корпусом, если его можно так назвать. Она очень небольшая. И у нее очень тонкий, такой тонкий, что даже моя камера не фокусируется. Ну, вот так покажу. Очень тонкая и удобная, и черного цвета. Большая редкость. Черные чернила. И она шариковая. И пусть она стоит не 3 копейки, а почти 6 евро, но она тоже того стоит. А еще я все время смотрю на вот эту... Даже, это не пушка, конечно, это просто карандаш. Вот он. Так. Он тоже очень приятный, он не очень легкий, но и не очень тяжелый. Сейчас опять-таки фокус, вот он. Но его себе пока что еще не купила. Вот, я готовлюсь. А вот здесь, кстати, один из моих любимых маркеров. И вы знаете почему? Потому что это опять-таки гениальная японская идея. Посмотрите, это маркер, где вы видите то, что вы выделяете. Потому что он прозрачный. Ну, во-первых, у него есть 2 стороны. Одна тонкая, так, что тоже очень удобно. А во-вторых, вот эта обычная сторона, это, то есть самый простой маркер, но с окошком, он так и называется.
Это, кстати, ручка из моего детства с множеством различных чернил. Ну вот они здесь есть. Вот, а это еще одна волшебная вещь. Здесь это такая коробочка для кабеля. Если у вас кабель слишком длинный, то вы можете его так накрутить, закрыть эту коробочку. И вот он становится сразу коротким. Очень практично и удобно.